Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 8 марта, среда. И я хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поздравить всех ледис, женщин, девушек, гражданок и просто милых дам с праздником весны, с 8 марта. Происхождение этого праздника достаточно противоречиво. Многие после распада Советского Союза перестали его праздновать. Но я человек старых традиций, я вспоминаю, какое это было великое событие года. Особенно в то время, когда я в Украине ходил в школу. После этого я учился в университете, затем в другом учебном заведении, там, где я работал, там в основном был мужской коллектив. А вот в школе это было событие, когда ты с самого раннего утра трепетно бегаешь по магазинам и ищешь самые красивые цветы для своей, своей девушки. Это были прекрасные времена. Увы, сегодня, в этом году, собственно говоря, как и в прошлом, окружающая действительность, обстановка как-то омрачают этот светлый весенний праздник. Что делать? Что делать? Но, несмотря ни на что, в жизни всегда должно быть место прекрасному, светлому. И я хотел бы, чтобы вот сегодняшний день, он таким остался светлым пятном для женщин Украины, да и другим женщинам в той же России, другим странам, проживающим в других странах мира, которые на стороне добра, которые против зла, которые страдают не только в украинских городах, селах от бомбежек, от обстрелов и от прочих тягот, невзгод войны, но и просто которые не находят себе места от возмущения, от отчаяния, от презрения, ненависти к тому режиму, к тому злу, который сейчас царит в Кремле, в Москве. И несмотря ни на что, я призываю вас, дорогие дамы, дорогие женщины, помнить, что это весна, наступает весна. Весна – это время перемен. И они наступят. И они наступят, наверное, скорее, чем вы того ожидаете. Весна идет в Украину, весна идет на землю, в Европу. И вместе с весной заканчивается и должен скоро закончиться этот мрак. Этот мрак, который сейчас исходит из путинской России. Поэтому пожелаю вам по возможности здоровья, вечной молодости. Берегите себя, дорогие мои. Вы того стоите. В Украине самая красивая женщина в мире. Я это знаю совершенно точно. И они не просто красивые. Они сильные, мужественные. И не зря история Украины в значительной степени, особенно самая древняя история, в значительной степени ассоциируется с княгиней Ольгой, у которой муж был, ну что греха таить, баламут, погиб по глупости, из-за жадности непомерной. В общем, коррупционером, один из первых коррупционеров был. Но вот жена его нашла в себе силы и отомстила, жестоко отомстила врагам. Так я уверен, украинские женщины отомстят нынешним извергам за то, что они, за всю эту боль, горе, которое они принесли в Украину. И все будет хорошо, Украина, и все будет хорошо, милые женщины. Мы переживем этот тяжкий, вы переживете этот тяжкий момент в жизни, как переживали до этого. Много горя. Знаете, как в песне поется про Одессу, жемчужного моря, которое знало много горя. Но все будет хорошо, милые дамы. Потерпите. Помните, что счастье, будущее Украины принадлежит вам. Но
учитывая этот праздничный день, я сегодня принесу вам исключительно положительные новости и, может быть, даже с некоторым юмором. Итак, положительные новости. В Европе сегодня, в Стокгольме, если я не ошибаюсь, должен быть принят масштабнейший проект драматического увеличения производства боеприпасов, амуниции для Украины. И не только для Украины, но и для 25 стран Евросоюза плюс Норвегии. Речь идет о следующем. Буквально немедленно, то есть с момента утверждения этого плана, страны Евросоюза поощряются Брюсселем к тому, чтобы передать до 90% своих боезапасов, боезарядов Украине. И они за это получат компенсацию из Брюсселя. То есть поставка амуниции, боеприпасов становится не просто делом какой-нибудь отдельной страны, которая должна, значит, вести соответствующие финансовые расчеты и так далее. Это будет делаться централизованно в рамках ЕС. Напоминаю, ЕС – это одна из крупнейших экономик мира. То есть Соединенные Штаты плюс ЕС – это более 50% ВВП. И они на стороне Украины. А Соединенные Штаты в это же время осуществляют масштабный проект по увеличению боеприпасов, производства боеприпасов на 500%. То есть вот эти два проекта, они практически ставят точку над «и» в надеждах в Мордоре, в Москве на то, что они смогут каким-то образом победить в этой войне на истощение. Это шах и мат. Это крест на всех ожиданиях Москвы. Военно-промышленный комплекс ЕС, а до этого военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки переводится на военные рельсы. Причем в Европе это будет делаться достаточно быстро. Потому что вслед за тем, как будут переданы эти до 90% боеприпасов, о которых я только что сказал, где-то в апреле будет принят 7-летний план форсированного производства боеприпасов. Всех. Это боеприпасы для стрелкового оружия, и 155-миллиметровые боеприпасы. И это, повторяю, это на срок до 7 лет. С тем, чтобы Украина была вооружена до зубов, а также другие страны, не только НАТО, но и в целом Евросоюза. Участники, как я сказал, это 25 стран, плюс Норвегия, они начинают уже бороться между собой за пальму первенства. Кто быстрее дорвется до этой кормушки Евросоюза в целом. Увы, Великобритания, большой друг Украины, оказывается за бортом, поскольку она не является членом ЕС. А это как-никак 7-й крупнейший производитель вооружений в мире. Но тем не менее у Великобритании свой план оказания помощи Украине, свое сотрудничество. Так что вот эта новость для меня, она практически решает, причем достаточно быстро, вопрос с недостатком амуниции для вооруженных сил Украины. И это на фоне того, что Китай до сих пор, и, видимо, так это и будет, не собирается поставлять летальное оружие, во всяком случае, в обозримом будущем России, и ее перспективы в этом плане, прежде всего, в боеприпасах, наличие боеприпасов остаются достаточно смутными. Следующее. Очень интересная и позитивная информация. Журнал «Экономист» – это журнал для интеллектуалов. Опубликовал сегодня достаточно подробную, обширную статью о подготовке Украины к массированному наступлению весной этого года, того события, которое мы с вами с таким нетерпением все ждем. Статья какой-то, в общем, я бы сказал, по цифрам она в значительной степени подтверждает ту информацию, которую я сказал раньше, опираясь на другие источники.
Ну и надо признать, что будьте уверены, что эту статью прочитали уже все, кому надо, в Мордоре, в Кремле, в Генеральном штабе Российской Федерации. Поэтому то, что я вам сейчас скажу, это для того, чтобы вы просто знали ситуацию и для улучшения вашего настроения. Рассказывая о содержании статьи, я не открою никаких тайн, которые могут быть полезны Мордору. Наоборот, я считаю, что они об этом знают уже, что их ждет, но об этом я прокомментирую дальше. Итак, согласно Economist, где-то в декабре прошлого года Соединенные Штаты, военные Соединенные Штаты и Великобритании поняли, что затяжная война никоим образом не в интересах Украины, что война выгодна Путину, потому что российская армия, она в упадке, она оказалась далеко не такой сильной, как она хотела выглядеть до вторжения в Украину. И поэтому ей смертельно, отчаянно необходима передышка, чтобы залезать рану. И вот тогда и возникла идея в Вашингтоне и в Лондоне, что такую передышку России давать нельзя. И, в принципе, в декабре уже было принято решение, которое потом было формализовано в январе этого года в ходе очередной встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. И с тех пор, как пишет Economist, ручеек военной помощи Украины со стороны Запада превратился в мощный поток достаточно большой реки. Но достаточно назвать такие цифры. За последние 3 месяца в Украину поступило 40% оружия из всего того, что Пентагон обещал и поставил с началом российской агрессии. Еще раз. То есть, если взять всю помощь, которую Пентагон выделил, предназначил для помощи Украине с 24 февраля прошлого года, так вот 40% этой помощи поступило и продолжает поступать в Украину за последние 3 месяца. Если взять только январь месяц, то поступило в Украину и продолжает поступать примерно 2/3 от той помощи, которая была поставлена за предыдущий год. То есть это действительно мощный, беспрецедентный поток оружия. Во что это выливается? Это не только, значит, поток вооружений. Я вам рассказывал еще в мае прошлого года, цитировал, я считаю, гениального военного руководителя, отставного 4-звездного генерала, бывшего командующего войсками НАТО в Европе Уэсли Кларка, который в мае месяце, даже в апреле, я это услышал, это промелькнуло буквально в одной из информационных телевизионных передач, и все, потом это все заглохло, не было нигде на страницах печати. Но я это услышал, к счастью, и вам это все рассказал. Так вот, значит, вы помните, тогда была напряженная ситуация на фронтах в Украине, и Уэсли Кларк сказал, что эта война будет очень страшной для Украины, и для того, чтобы спасти ситуацию, мы должны подготовить для Украины не менее, он назвал цифру, от 6 до 9 бригад, которые будут оснащены полностью, значит, натовским оружием, будут действовать по натовским уставам или протоколам, но будут укомплектованы специально тренированными, подготовленными для этого украинскими военнослужащими. Так вот, вот эти вооружения, которые поступают сейчас и продолжают, о которых я вам говорю, на их основе сформировано или будет сформировано окончательно к началу наступления 3 полноценных корпуса. И в каждом из этих корпусов будет как минимум по 6 бригад. То есть на практике союзники, Соединенные Штаты и союзники превысили рекомендации Уэсли Кларка в 3 раза.
А то, что я слышал из Мордора, их оценки, то этих бригад будет не 18, они насчитали их вместе с бригадами, новыми бригадами территориальной обороны, что их будет где-то 28. Ну, то есть это фактически новая армада, которая примерно на 30%, то есть вот сейчас происходит кардинальное обновление техники ВСУ. С началом боевых действий не менее 30% всей техники на вооружении ВСУ будет где-то 1/3, 30% будет составлять натовское оружие. Вот такая вот ситуация. Значит, что теперь готовится с этим оружием? То есть Мордор это все видел, они все это понимали и предпринимали кое-какие меры. Вы помните, все мы с озабоченностью, с тревогой ожидали российского упреждающего наступления, и все, во что оно вылилось, это вот те бои, которые продолжаются под Бахмутом. Причем американцы подчеркивали, что по большому счету Бахмут не имеет никакого стратегического значения. Но россияне, прежде всего силами группировки «Вагнер», продолжали фанатично бороться за установление контроля над этим населенным пунктом. Зачем они это делали? Они надеялись оттянуть силы ВСУ к этому району. Вот те силы, которые формируются, то есть не дать ВСУ осуществить полноценную подготовку к крупномасштабному наступлению, к тому, что сейчас происходит. Они надеялись, что Залужный вынужден будет перебросить какие-то силы к Бахмуту дополнительные, и таким образом там будет перемалываться не только группировка «Вагнер», но и вооруженные силы Украины. Залужный очередной раз поступил, в общем, опрокинул все надежды Москвы. Вообще я должен сказать, что вот военные в Вашингтоне, Д.С., в Пентагоне и высшие военные чины Соединенных Штатов и Великобритании высочайше отзываются о таланте, мастерстве главнокомандующего Залужного, подчеркивая, что он до сих пор не сделал ни одной ошибки в сложнейшей ситуации. И уже за то, что он сделал, он уже войдет в историю. Кроме того, значит, что он еще сделал? Значит, он сумел, но это не только его заслуга, вот за время вот этих боевых действий и взаимного сотрудничества сложилось своего рода боевое братство, содружество высших военных чинов руководства ВСУ плюс НАТО, Соединенных Штатов Америки, Великобритании особенно. То есть это такое, знаете, боевое братство, а военные люди, наверное, знают, как высоко это, как много это стоит во времена боевых действий. Так вот, значит, вместо того, чтобы перебрасывать дополнительные силы для защиты Бахмута, как отмечает журнал «Экономист», Залужный сделал акцент на форсированную тренировку и подготовку бойцов ВСУ для вот этого контрнаступления. С этой целью в Графенвере, это восточная Бавария, в Германии, был устроен центр, которым, значит, руководило 7-й армейское учебное командование, где батальон за батальоном готовились на 5-недельных курсах ускоренной тренировки бойцы ВСУ. Готовились они для ведения не просто там управления новой техникой, а для ведения современных боевых действий, в которых действия пехоты, артиллерии, затем
значит, авиации, бронетанковых войск, оно происходит одновременно, комбинированным образом, а не последовательно. Сначала одно, сначала другое, потом третье, как воюет Мордор до сих пор. И если раньше, как отмечает Economist, боевые действия в основном ВСУ проводили силами до роты включительно, то сейчас это будут масштабные боевые действия, начиная от батальона, включая бригаду и даже более того в масштабах целого корпуса. То есть это будут совсем другие боевые операции, с которым орки на поле боя еще не сталкивались. Ну и в целом, подводя итоги этой статьи и на основании тех материалов, которые я читал дополнительно, да, я вам еще одну вещь скажу, что в рамках вот этого оснащения ВСУ дополнительным оружием происходят и создаются даже путем модификации украинских систем и оснащения их западными системами. Создаются совершенно новые системы, то есть украинское оружие приобретает совсем другие тактико-технические данные. То есть с началом военной операции, то есть наступления ВСУ, противник столкнется с теми видами вооружений, которые он еще на себе не испытал, воздействие которых он еще на себе не испытывал. Ну и в целом, значит, ситуация такая, с моей точки зрения. То есть вооруженные силы, личный состав будет на голову лучше подготовлен, чем эти бобики, чмобики и зэки со стороны Российской Федерации. По качеству вооружений в целом у Украины должно быть преимущество в новейших типах, особенно с точки зрения дальнобойности, точности и так далее. Плюс на стороне ВСУ лучшие умы военные, лучшие представители военной мысли лучших стран мира. Я имею в виду Соединенные Штаты, Великобритания, других стран НАТО, которые участвовали в крупных боевых действиях в последнее время. Я имею в виду Ирак. Хорошо это или плохо, это другое дело, но это боевой опыт. Так вот, лучшие умы, самые топовые командующие соответствующими вооруженными силами вот этих стран, которые я назвал, они включены в полной мере, значит, в процесс помощи Украине в ее подготовке к этому крупному наступлению. И не только в плане человеческого интеллекта, но и в плане искусственного интеллекта, что немаловажно. Поэтому, как всегда, господа, предостерегаю вас, а вы предостерегаете меня в своих обратных месседжах. Шапкозакидательские настроения для нас чужды, но мы должны реально оценивать ситуацию. Эта реальная оценка ситуации лично меня вдохновляет и обнадеживает. И в этом, читая все это, я все чаще вспоминаю крылатую фразу «Все будет Украина», «Все будет Украина». Тем более, что Китай, как мы с вами и предполагали, и как Китай продолжает устами своих руководителей говорить последние дни чуть ли не ежедневно, Китай не спешит оказывать летальную помощь или помощь летальным оружием Российской Федерации. Поэтому, да, заходя время от времени в 6-ю палату под названием «Соловьиный помет» и замеряя там температуру, я фиксирую там упадок, уныние и какой-то скулёж, нытье. Просто нытье. Раньше они говорили, что вот мы то сделаем, вот мы это сделаем, а сейчас они говорят, ну если вот у украинцев там 1 200 000 резерв,
то мы должны выставить 3 миллиона, 5 миллионов, да могли бы сказать и 25 миллионов. Весь вопрос в том, а где же они его возьмут? Его их нет. Но даже если мобилизуют, попытаются, то это развалит страну быстрее, чем она будет развалена без этой мобилизации. Ну и деньги. Где же деньги, Зин? Их нет. О чем мы говорили с вами буквально вот в последних видео. Вот такая ситуация, господа. С нетерпением ждем начала этой операции. Она может начаться буквально с недели на неделю. Вот как только лучшие умы, то есть генерал Залужный и лучшие умы лучших армий мира придут к выводу, что все уже поставлено в достаточном количестве, все прибыло, ну так и поедем, так и пойдем. Следующая тема. Сегодня был прямо прорыв, как шлюзы открыли, и хлынула эта информация мощным потоком о взрывах, о том, кто же взорвал Северный поток. Причем возникают новые грани, новые повороты в этой информации, которые напрямую касаются Украины. Поэтому, значит, расскажу вам на основании всего объема информации, который там немцы провели, колоссальное расследование. В общем, много интересного. Но, чтобы, прежде чем я вам все это буду рассказывать, чтобы вы просто оценили, что это была за операция и кто ее теоретически мог сделать, я вам расскажу историческую справку вам сделаю. В 1956 году тогдашний премьер Никита Хрущев, нет, он тогда был, по-моему, первым секретарем, а вместе с ним был, по-моему, тогда премьер Булганин. Они на крейсере Орджоникидзе советском прибыли в Великобританию, в порт Портсмут. Это был, значит, визит. Ну и британцев, МИ-6, британскую разведку, очень интересовал этот крейсер. И по сведениям британской разведки там был установлен какой-то новейший чудо-винт, который приводил его в действие. Решили посмотреть, что же это за винт. И был в распоряжении МИ-6 команда суперэлитных ныряльщиков, бойцов-подводников. И среди них был супермен по имени Лайонел Крэб. Почти как краб звучит. И вот он был послан на это задание. Он опустился в воды, там же в гавани Портсмута, неподалеку от стоявшего кресла Орджоникидзе. И с тех пор в живых его никто не видел. То есть он должен был поднырнуть под днище крейсера, посмотреть на этот винт и то ли сфотографировать, я не знаю, была ли тогда такая техника соответствующая, но осмотреть он должен был. После этого в живых его никто не видел, а через несколько месяцев его тело было обнаружено в водах без головы и без рук. Все это было засекречено, было объявлено, что он где-то был на каком-то боевом задании в совсем другом месте, и там он исчез без вести пропал. Все это было засекречено до 2000, если не ошибаюсь, 2006 или 2007 года, когда это все было раскрыто, соответствующие документы. И в это же время выступил, по результатам прочитанного, бывший советский боец, ныряльщик по фамилии, по-моему, фамилия его Кольцов, который сказал, что советская разведка знала об этой операции, и он лично должен был предотвратить эту миссию Крэбса, и он нырнул, увидел Крэбса, и там под водой, значит, под днищем этого корабля он перерезал ему горло. Правда, тогда после этого было официальное опровержение со советской стороны, типа этот Кольцов все это выдумал и так далее, но это не важно. Важно, вы понимаете, вот просто под днище крейсера вот такая ситуация. Это элитный ныряльщик, боец, подводник. Что произошло с Северным потоком, с вот этим взрывом? Значит, где-то через пару-тройку недель после этого взрыва, а взрыв был 26, если не ошибаюсь, сентября прошлого года,
Одна из скандинавских стран, вернее, делегация одной из скандинавских стран, как это написано в газете The Time британской, в своем посольстве от представителей своей разведслужбы получила брифинг, в который им сообщили, что, во-первых, это не сделали Соединенные Штаты, это не сделала Великобритания, судя по всему, это не сделала Российская Федерация, а есть серьезное подозрение, что к этому так или иначе причастна Украина. Или, во всяком случае, украинцы, но нет никаких доказательств, что они связаны с правительством, с властью украинской, что представители власти санкционировали эту акцию. Но потом пошло-поехало, там масса расследований. Короче говоря, на сегодняшний день ситуация такова. Основное расследование в деталях было проведено немцами. Какая-то компания в Польше, которая контролировалась якобы украинцами, она арендовала в Германии яхту при помощи искусственно, то есть профессионально подделанными фальшивыми паспортами. Значит, на эту яхту подогнали фургон, который начиненный взрывчаткой. Причем это не просто была какая-то взрывчатка, это были суперзаряды, направленные в действие, кумулятивные заряды, которые применяются в нефтегазовой индустрии, продаются по специальной лицензии, стоят очень больших денег, и так просто даже на черном рынке купить их не так-то просто. И вот, значит, подогнали это. Там было 6 человек, капитан, 2 якобы ныряльщика, 2 помощника этих ныряльщиков и женщина-врач. Эта яхта за 3 недели, примерно за 3 недели, выплыла из Ростока, из Германии, прошлась по северному побережью страны, затем направилась в сторону Дании, и, наконец, ее обнаружили возле острова, неподалеку от которого и состоялись вот эти взрывы. А вот, значит, немцы обследовали, обнаружили эту яхту, и оказалось, внимание, это очень важная деталь, оказалось, что она не была нужным образом очищена после этого. То есть ее бросили те, которые ее арендовали, якобы украинцы по поддельным паспортам, но не удосужились ее дезактивировать, провести ее профессиональную очистку. То есть если бы это были спецслужбы, наверное, они бы это сделали. А так оказалось, что стол кают-компании, он был буквально, значит, следы этого взрывчатого вещества. Опять-таки, если такие классные высокие профессионалы, то что же им помешало, те, которые нашли такую взрывчатку, и что же им помешало дезактивировать все следы, убрать, почистить? Нет. То есть такое впечатление, как будто они вот специально бросили, чтобы оставить там следы. Кроме того, один из организаторов этого акта, а мы об этом поговорим, оставил там то, что пишут чуть ли не визитную карточку, чтобы можно было его опоздать. Об этом дальше. Что они взорвали? Значит, объект находился, то есть вот эти трубы, на глубине примерно 100 метров. То есть так просто не опустишься туда, я имею в виду нетренированный человек. Нужно знать, где ты ныряешь, нужно знать, что ты собираешься взорвать, и нужно уметь это делать. Это непросто, потому что труба диаметром примерно 1,15 сантиметров. Стенка, значит, стальная стенка примерно 4 сантиметра толщина. Или там 41 миллиметр. Затем она находится во внешнем, так сказать, внешней оболочке из бетона толщиной примерно 11 сантиметров. Но вот они остановили этот кумулятивный заряд, и он взорвался как надо. То есть работали профессионалы. Вот мы вспоминаем Крэпс.
элитный звезда британского подводного флота, которому нужно подплыть было просто до винта, и вот чем это закончилось. А тут такая супероперация, причем имеем в виду, что до этого, во время этого, после этого проходили учения и НАТО, и российские военно-морские силы. Кстати, неподалеку от вот этого же места замечали присутствие, было установлено российского военного корабля до того. Однако говорят, что до сих пор не найдено никаких доказательств о том, что это сделала Российская Федерация. Ну вот, значит, такая ситуация. Теперь, значит, что делать? Но у меня такое впечатление, что правительства стран, которые занимались расследованием этого дела, а занимались расследованием американцы, британцы, шведы, датчане, немцы. Это как минимум, может, кто еще. То есть среди них есть какая-то общая линия поведения. То есть если это украинцы, вернее так, это могут быть украинцы или русские, но они симпатизируют Украине, на стороне Украины в ее войне против Российской Федерации. Эти люди очень хорошо тренированные. Может быть, когда-то они проходили подготовку, специальную подготовку, но они никаким образом не связаны с украинскими спецслужбами. И они не получали никаких указаний от российских, украинских спецслужб или официальных лиц Украины в распоряжении совершить этот диверсионный акт. Но одна из западных спецслужб, а это может быть или Великобритания, или Соединенные Штаты, это или Агентство национальной безопасности американское, или его же аналог Великобритании GCHQ, по-моему, так она мудрено называется, но это тоже самая электронная разведка. Так вот, уже после совершения этого акта они начали просеивать всю информацию, которую они перехватили за весь этот период, и нашли там переговоры вот этих якобы украинцев или русских, которые участвовали в подготовке этого акта, в которых они обсуждали его. Из них они поняли, значит, то, что я им сейчас доложил. Ну, то есть для того, чтобы понять, что это русские украинцы, что они на стороне Украины, нужно было немало информации о них получить, и тем более паспорта еще, и движение их, этого же самого фургона с взрывчаткой и все такое прочее. То есть должны бы знать много, да, о них. И тут бах, нет никаких подтверждений о том, что они связаны с кем-то на территории Украины, типа или со спецслужбой, или с правительством. Короче говоря, вот есть такая тонкая грань в позиции наших западных союзников Украины. Это может быть симпатизанты Украины, но они никоим образом не связаны с украинским правительством и никоим образом не связаны со спецслужбами. И самое такое уязвимое или болезненное место здесь, или звено – это Германия. Потому что во всех этих статьях отмечается, что если окажется, что будут неопровержимое доказательство, что, значит, этот акт совершен по или спецслужбами Украины, или по заданию украинского правительства, то Германия очень обидится. Но даже не столько Германия обидится, сколько будет очень плохой эффект, сигнал для народа, для общественного мнения Германии в ситуации, когда, как пишет британская The Times, поддержка оказания военной помощи Украине в Германии сейчас среди избирателей, она находится на кончике ножа. То есть большинство выступающие в поддержку дальнейшего оказания массированной помощи, напомню, 2/3 только вот с января месяца. Так вот, оно на кончике ножа. А тут щекотливая ситуация, значит, с территории Германии
германская яхта, совершается диверсионный акт против трубы, часть которой, значит, принадлежит той же самой Германии. И самое щекотливое во всем этом деле, да, при этом через территорию Польши и Германии движется фургон, начиненный вот этой взрывчаткой, что совсем, трудно себе вообразить, как же так. Ну и самая такая пикантная, но важная новость, что стоимость восстановления этого поврежденного газопровода, если его восстанавливать, оценивается примерно в $500 миллиарда. И вот это, я думаю, что это самое болезненное, наверное, могло бы быть для общественного мнения в Германии. Но Шольц, новый министр обороны, держится мужественно. Говорят, что у нас нет никаких доказательств, что Украина как правительство или ее соответствующие спецслужбы в этом деле участвуют. И нельзя исключать, что это операция под чужим флагом. То есть Россия это все устроила для того, чтобы бросить тень на Украину. Правда, скептики утверждают из спецслужб, что нету никаких доказательств, что это операция по чужим флагам. Но это, наверное, чайники это говорили, высказывали такое мнение, потому что если операция хорошо сделана по чужим флагам, то доказательств и быть не может. Для того она и есть операция по чужим флагам, чтобы не было оставлено никаких следов, иначе это не операция по чужим флагам, а это операция провала операции по чужим флагам. Вот, то есть германские власти занимают правильную позицию. Спецслужбы Германии доложили буквально вчера канцлеру Шольцу, что у них нет никаких новых сведений, которые бы дополняли уже то, что получено, а получено то, что, есть, не знаем. Кто-то что-то сделал. И представители нескольких стран Германии, по-моему, Швеция и Дания, на днях, то есть то ли вчера, то ли позавчера, то ли в понедельник, сообщили в Совет Безопасности ООН, что у них тоже нет никакой информации, но мы продолжаем работать. Но тут еще пикантный эпизод или вопрос возник. То есть остановились на том, что это какие-то украинские неведомые партизаны. Но опять-таки, господа, я опять возвращаюсь к Ребову. То есть вы понимаете, какая подготовка этих партизан должна быть. Они явно не в реке Конка нырянием занимались и тренировались, и даже не в Днепре. И в Черном море последний год у них возможности крайне ограничены. То есть это надо тренироваться регулярно в качестве боевого пловца всю свою сознательную жизнь. Сколько я понимаю, таких специалистов в Украине, я никогда не слышал. Хотя приходилось беседовать и даже дружить с моряками военно-морского флота, с представителями военно-морского флота Украины, включая подводного флота, хотя это после того, когда у Украины не было ни одной подводной лодки, но офицеры подводного флота у нее были. А вот подводных бойцов не было. Если, конечно, под этими бойцами, тайными, глубоко законспирированными, не является на самом деле вот этот эскадрон путан летучих господина Буданова, который их недавно за что-то наградил. То есть, если исключить этот вариант, то я просто не представляю, кто из украинских партизан мог бы совершить эту дерзкую акцию. Но, тем не менее, то есть вот кто-то сделал, кто симпатизирует Украине. Но понятно, неизбежно возникает вопрос. И умные люди, умные представители спецслужб, а там есть и неумные. То есть они говорят, ребята, никак без чего-то правительства это не могло обойтись, потому что нужна разведка. Безусловно, разведка, чтобы знать, где нырять, где что проходит, какая глубина там, чтобы с одного раза заложить это все тип-топ, чтобы это все свершилось, а не закончилось катастрофой.
Ну и, наконец-то, техническая возможность. Надо знать, какой боезаряд, как его это все заряжать, как нырять. Короче говоря, даже если это не... То есть предположить, что это частная какая-то лавочка, шарага, которая сделала это на авось, и вдруг получилось, но все равно кто-то должен был это оплатить. Это удовольствие должно было стоить больших денег. И тут появился образ. Он пока такой тени, знаете, человеческий силуэт. Но у этого человеческого силуэта есть имя. Это некий украинский олигарх, имя которого, по сведениям и Вашингтон-Пост, и других СМИ, уже где-то пару месяцев минимум циркулирует в коридорах западных спецслужб. То есть якобы знают, что есть такой украинский олигарх, который все это оплатил. Ну и считается, что удержать в конечном счете его в тайне просто не удастся, потому что вот в этой яхте, которая находится в распоряжении германских спецслужб, этот олигарх имел неосторожность оставить что-то, что называют чуть ли не его визитной карточкой. Повторяю, спецслужбы держат это в тайне. Но СМИ пишут, что эта тайна долго не просуществует. И в Твиттере уже гуляют фотографии этого якобы олигарха. Но поскольку они гуляют, и уже так намеки и так далее, позволю себе прокомментировать с профессиональной точки зрения, оценить вероятность тех подозрений, которые существуют. Я видел фотографии Петра Порошенко, якобы, значит, вот этот олигарх. И это вызвало у меня сразу очень большое подозрение. То есть скепсис. Такой же скепсис, как и утверждение, кстати, тоже буквально в первой же неделе одна из первых информаций о причастности Украины, там было такое сведения, что это совершил какой-то украинский спецназовец. То есть я сразу это отмел. Ну и думаю, что вот личность господина Порошенко в качестве вот этого лица, которое оплатило эту акцию, она мне вызывает совершенное неприятие. Скажу вам почему. Господин Порошенко, он в нормальной ситуации сейчас находится, да. То есть он, в отличие, скажем, от Коломойского, не находится в бегах, ему ничего не угрожает, так по большому счету, с бизнесом у него все нормально. Зачем ему ввязываться в ситуацию, в результате которой будет нанесен ущерб имуществу иностранных государств европейских в размере до $500 миллиарда? Это как раз та сумма, в которой обойдется, это вот тот ущерб, который причинен этим газопроводам, и сколько надо заплатить для того, чтобы их отремонтировать. Будут ли нет ремонтировать, вопрос 10. Вот стоимость ущерба. Но зачем господину Порошенко этим рисковать? И что он получит взамен? Я не вижу тех преимуществ, которые он может получить взамен. Хотя, с другой стороны, вот Вашингтон-Пост пишет, что лучше бы вот этому теневому олигарху, который сейчас в тени, лучше бы ему признаться в том, что он это сделал, и это поможет предотвратить негативное отношение или возможность возникновения негативного отношения Западной Европы, прежде всего Германии, к Украине. А он якобы, как утверждает это издание со ссылкой на спецслужбы, совсем этого не хочет. Ему надо наоборот все. Поэтому выходи, типа, Гюльчаталь, открой личико, и тогда, значит, с Украины снимаются все подозрения. Я не вижу господина Порошенко в этом деле, но это авантюра, безумие и так, психотип бывшего президента Украины, он так в моем сознании как-то не укладывается. Я не вижу здесь для него никакой
для какой выгоды. А он, судя по размеру его состояния, он, значит, вопрос о выгоде занимает в его, так сказать, сознании, если не первое, то, во всяком случае, не 10-е место. Меня наводит на подозрение, я бы сказал, другой кандидат, который в политических, журналистских кругах, да и вообще в народе Украины известен под оперативным именем или кличкой Беня. Вот тут, по-моему, ситуация несколько иная. Господин Коломойский, который был с помпой лишен украинского гражданства президентом Зеленским достаточно давно. Согласно украинским законам, если я не ошибаюсь, лицо без гражданства, коим должен быть стать господин Коломойский после того, как лишили украинского гражданства, он не может находиться на территории Украины больше, если я не ошибаюсь, 30 дней. А он там находится, по-моему, уже месяца 3, не менее того. Вот на каком основании он там находится, непонятно. Видимо, не горит он желанием и не спешит уезжать в Израиль. Хотя у него, насколько я понимаю, есть паспорт этой страны. В это же время в Соединенных Штатах проводится крупнейшее за всю историю США расследование гигантской операции по отмыванию денег, где суммы совершенно заоблачные. Была информация, что это дело началось как гражданское, потом было трансформировано в уголовное. И ситуация такова, что в любой момент американцы могут запросить у Украины его экстрадиции. И вот, будучи человеком изобретательным, он мне чем-то напоминает Бориса Березовского, но гораздо более практичным, человеком, который способен на дерзкие решения и дерзкие поступки, я бы не мог исключить ситуацию, вот такой ход мысли. А ну-ка я профинансирую эту операцию по согласованию с какой-нибудь спецслужбой Запада. И если что, я возьму на себя ответственность за финансирование, так сказать, как спонсор этой операции. И назовем мы ее частной операцией. А за это уголовное дело против меня закрывается или не открывается. Гражданское как-то, где-то там сойдемся на какой-то определенной сумме. И таким образом я остаюсь на свободе, никакой экстрадиции. Какие-то деньги я потеряю, но значительную часть я себе сохраню. И вот такая, мол, игра. При этом повторяю, что я абсолютно убежден, что то, что произошло, исполнение, это было исполнено серьезными спецслужбами. Серьезные спецслужбы, хорошо подготовленные, имеющие огромные возможности. Тут речь не о партизанах. Вот такая вот ситуация, господа. То есть это вам, милые дамы, подарок детективная, полудетективная, полушпионская история. Давайте посмотрим, как оно дальше будет развиваться. Но вообще я вам скажу так, вот чисто с моей точки зрения. Теоретически, если бы нашелся кто-то, кто бы на самом деле провернул эту операцию, взял на себя ответственность, то этот человек бы заслуживал стать, во Франции орденом почетного легиона, в Великобритании, может быть, орден подвязки, в Соединенных Штатах это или орден Бани, в Соединенных Штатах это медаль Конгресса, почести, да, потому что это очень сильный ход по прекращению, вернее, по реальному удушению экономических, вернее, удушению возможности Путина оказывать тлетворное влияние на Западную Европу.
То есть Европу таким образом сняли с иглы, на которую раньше ее посадил Кремль. Ну вот, а что касается внутри страны, то я не исключаю такого варианта, что если бы все пошло нормально, этот человек мог бы выставить себя или своего кандидата на должность, на пост следующего президента Украины. Ну, однако так, это чисто теоретически, это так уже область фантазии, что было бы, что будет, если ситуация пойдет вот именно таким образом. Но пока следствие, вот если уже взялись средства массовой информации всего мира, а со стороны Германии принимали участие в этом 3 достаточно крупных и авторитетных издания, то остановить их будет крайне сложно. И закрыть рот представителям спецслужб и правоохранительных органов будет тоже практически невозможно. То есть нас ждут дальнейшие откровения. Единственное, я думаю, что господин Буданов и его спецслужба может спать спокойно. Повторяю, если только под личиной орденоносных путан летучих, эскадрона путан летучих в ведомстве господина Буданова не фигурирует, не работает взвод там или рота глубоководных русалок. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. С нетерпением жду победоносного наступления в ВСУ, которого мы так все с вами давно ожидаем. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, твердой вере в нашу победу. А вам, дорогие дамы, желаю оставаться такими же красивыми и такими же сильными, какими вы являетесь в настоящий момент, в настоящее время, тяжелое время. Но все изменится, все будет хорошо. До новых скорых встреч.